Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какой-то инсайт вы определенно получите. Или пазл свой, какой-то сложный, может быть, многоходовочка какая-то у вас присутствует. Значит, просчитать на пару шагов вперед вы тоже сумеете. Словом, чем-то полезен вам будет этот второй расклад. У кого-то из вас может быть важный выбор. И, кстати, когда выпадает двойка мечей, два меча, я всегда говорю, что было два, должен остаться один. Это, иными словами, уже мы получаем как туз мечей. И я называю карту туз мечей «Выход из лабиринта». Это выбор или выход из создавшегося положения. И знаете, что важно? Не слушать никого, советчиков со стороны. Может быть, хладнокровно принять то решение, которое будет, допустим, свидетельствовать о том, что вам придется поступить каким-то совершенно альтернативным образом, как вы до этого не делали, не поступали, или отношение к конкретному человеку не то, которое было прежде, а вот теперь оно как-то меняется. Здесь какой-то хладнокровный, резонный именно выход из лабиринта должен как бы завершиться, или, может быть, эта ситуация какая-то должна, вами подведена быть к какому-то финалу, может быть и так. Или есть какие-то две альтернативные возможности, но выбрать-то придется одну. Как бы в два направления не пойдешь. Это словно мы куда-то шли и упираемся вот как в стену какую-то, и нам либо направо, либо налево, а прямо никак. Ну, давайте мы с вами узнаем. Я сама достану карты. И первая карта, первый вопрос. Что важно знать? Может быть, что для вас в приоритете будет на эту неделю с 13 по 19? Неожиданности. Тоже узнаем. Чему сейчас не время или что может помешать? А что будет помогать? Вот такую карту достанем. Что скрыто? Зададим картам вопрос. Может быть, кто-то скрывает, может быть, и мы не придаем значения. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Давайте узнаем, что у нас с денежной энергией на неделю. Личная жизнь и совет от карт. Как карты видят? Вот в эту всю картину, которую мы с вами разложили. А вот правда, там была двойка мечей, а здесь рыцарь мечей. Вы знаете, мы можем столкнуться с человеком, который нас, раздосадовал. Или у человека сложный характер, ему вечно плохо. И, кстати, нам, если мы действительно с такими персонажами сталкиваемся, нам совет один. Возьми какую-то нейтральную позицию, отступи полшага назад, как будто не связывайся. Мы никому ничего не докажем, человека не изменим, потратим время, силы, энергию, нервы. И в итоге, в общем-то, как было, так все и останется. Но в хорошем смысле мы можем искать конкретную информацию, чтобы докопаться до истины. Может быть, вот то Соломоново решение, которое мы должны принять вот по двойке мечей, которая перевернулась, или словно найти выход из этого лабиринта, окончательно, может быть, решиться на что-то или какую-то завершить патовую ситуацию. Вот это проигрывается со знаком плюс. Может быть, у кого-то из вас иногда и ситуация сложная в отношении детей, даже взрослых каких-то детей, а вам придется в этом участвовать. У некоторых и так тоже может проиграться. И тогда нам говорят, как бы не были сильны чувства, как будто правда истина, от нее следует оттолкнуться. Тут в любом случае помогает нам какая-то конкретика на злобу дня. Не наши где-то мысли, сожаления, может быть, и где-то сострадание даже. А вот как будто оттолкнуться нужно от какой-то рациональности, даже если она, где-то не совсем приятна. Понимаете, давайте мы посмотрим неожиданности. Мы можем узнать, кстати, известие к нам такое может прийти, или какую-то правду, что кто-то уходит, уезжает. Это может касаться как и вас самих, как, к примеру, смена места жительства, смена работы. Или мы и выищем опять по восьмерке кубков какой-то выход из создавшегося положения, из даже очень сложного, и мы его находим. Или это может быть информация еще о том, что конкретный человек
куда-то либо уходит, либо перемещается. Может быть, к вам кто-то приезжает. И, кстати, эти две карты могут проиграться так, что кто-то к вам приезжает, а вы не очень рады таким приездам. Как-то вас это немножко, ну, либо ваши планы не вписываются, либо общение не особо радостное. Вот у кого-то так. Но все равно ваша сильная позиция будет заключаться в том, что как будто окончательный вывод или решение, или последнее слово, мои дорогие стрельцы, оно будет за вами. Поэтому если необходимо, правда, дать выговориться человеку, вам будет, может быть, проще принять это какое-то решение или сделать какой-то вывод, выбор, когда или ситуация разовьется до какого-то определенного момента, или уже когда человек полностью словно выпустил пар, все, что думал, сказал, и у вас уже никаких сомнений не остается. Вы уже точно можете какое-то сформировать свое мнение или по данному вопросу, или о конкретном человеке. Вот почему нам и говорят, наверное, оттолкнись от какой-то действительности, от какой-то реальности. И тогда у тебя этот выход, и он, кстати, по 8 кубков может быть совершенно, правда, альтернативный. Может быть, раньше бы вы поступили по-другому, а здесь у вас хватит решимости что-то сделать совершенно иначе, то, что вам не свойственно. Раньше, может быть, вы согласились или начали бы кому-то доказывать, и, скорее всего, ваша позиция это правильно, но как будто вот именно теперь, на этой неделе, мы можем прийти к такому решению. Сколько ни доказывай, сколько ни пытайся что-то изменить, или человека изменить, или еще какую-то позицию, это все бесперспективно. Тут надо мне решать с самим собой как бы ситуацию, куда мне двигаться дальше, или как дальше вообще строить свое качество жизни, может быть и так. Чему сейчас не время, или что может помешать? Ну вот, понимаете, вот двойственности быть не должно. Вот смотрите, все равно придется делать какой-то выбор. Все то, что я говорила, вот карты живут своей жизнью. Если уже надумали перевернуться, все равно перевернется. Так вот, не может быть продолжена какая-то ситуация, когда и вашим, и нашим. Когда мы, может быть, какой-то период времени мы соглашались с чем-то, не желая обострять обстановку, или мы не желали какого-то конфликта. А вот теперь нам придется просто принять вот это мнение, вывод какой-то сделать, понимаете? Это не значит, что мы опять же доказываем. Мы просто идем вперед, и, может быть, совершенно в каком-то другом направлении, или что-то мы тут для себя решим окончательно с точкой и наверняка. Что будет помогать, давайте мы посмотрим. Будет помогать, когда никаких иллюзий, когда действительно есть какая-то, ну, может быть, суровая правда или та вот реальность, которую мы увидим. Вам просто, знаете, мои дорогие стрельцы, вот интересные карты выпали, словно что-то уже, ну, замучило, достало, мы говорим, да, есть такое не очень, может быть, красивое слово, но тем не менее, то, что дошло до какой-то последней точки, когда надо с этим что-то решать, оно вот дальше так продолжаться не может. И никаких иллюзий. Если, может быть, вы кому-то помогали, прежде вкладывались, или это может быть просто человек, видимо, на этой неделе он словно, ну, знаете, несколько раз, вот, например, может сложиться такая ситуация по работе или в личной жизни, когда иногда это даже в каких-то дружеских отношениях, когда к вам друг, подруга там ваша, да, могла ходить и много раз плакаться в жилетку, вы могли долго помогать, или сосед, соседка, ну, такое тоже в нашей жизни бывает. А вы люди сочувствующие, и вы могли как-то откликаться, тут вы можете как раз на этой неделе сделать вывод и сказать, да, сколько же это будет продолжаться, у меня теперь свои какие-то дела, задачи. Или это будет с кем-то связано не обязательно из друзей. Подобная ситуация, я ориентировочно описала, чтобы быть правильно понятой, может сложиться как на работе, так и в личной жизни с кем-то. Вот что-то такое. Поэтому мы видим какую-то реальность. И от этой реальности нам нужно решить какой-то вопрос. Что скрыто? Мне интересно, давайте. Вы знаете, а вот, кстати, тут кто-то может прибедняться больше, чем на самом деле есть, или обстановка того требует. Что скрыто? С одной стороны, это ваша сильная позиция, может говорить и об этом. С другой стороны, это есть, может быть, и конкретный человек, у кого-то может и проигрываться.
это люди, с одной стороны, которые сделали себя сами. Это те люди, которые рассчитывают в первую очередь сами на себя. Еще, если мы по знакам зодиака, это стихия Земли, Телец, Дева, Козерог или имеющий асцендент в этом знаке. И, в принципе, у человека сильная позиция. Если вот у вас, у кого-то из вас вопрос касается конкретного персонажа, персоны, то человек, если и столкнулся с какой-то патовой ситуацией или хочет какое-то свое решение, желание как будто продавить, значит, он тогда либо свой интерес какой-то имеет, но и нам-то карта говорит, вообще-то он сам справится. Вот конкретно, потому что по королю Пентаклей это проходят как раз те, с которыми у которых даже если есть проблемы, но это все настолько решаемо, вообще это люди самостоятельные. И я должна сказать, что, может быть, какую-то проблему не вам решать, а кому-то другому. Вот вы можете тоже прийти к этому выводу и кому-то сказать хватит. Потому что вам-то сейчас тоже нужно как будто сохранять свои позиции, если мы говорим, что скрыто. Тут скрыто, когда мы не должны, это карта уверенности, достатка. Вот нам это нужно все сохранить. Мы не должны себя поставить где-то на второй план, на второе место, с учетом какой-то сложившейся обстановки, я бы так сказала. Дела, работа, бизнес. Правда. Посмотрите, девятка кубков. Карта самодостаточности, успеха, финансового успеха. Карта, когда у нас получается какой-то проект, когда вы можете возглавить, кстати, какой-то проект, сделать карьеру или, знаете, развить собственное ремесло, творчество. Хозяином мы становимся своей жизни. И вот здесь нам говорят, стрельцы, мои дорогие, у вас сильная позиция, в принципе. У вас сейчас ресурсное время. Не для того, чтобы чьи-то, может быть, вопросы решать, а именно свои собственные. А если есть какая-то досадная помеха, вот тогда надо с чем-то разобраться. Вы должны сохранять вот все то, что я сказала по королю Пентаклей. И здесь нам показан человек на карте, буквально хозяин ресторана, который кубок поднимает за здравие свое и посетителей. Это где-то одно и то же. Его все радует. Его радует то, чем он занимается. Его радует финансовая стабильность, так и последующий какой-то прогрессивный момент в плане финансов, денег, и когда у него все под контролем. Вот где-то от этого надо от всего вам отталкиваться. Могут быть какие-то помехи или словно что-то может вас уводить от тех дел, которые для вас наиболее важны. Вот у нас что более важно, понимаете? Какой-то ваш проект, или вы сами, или ваша личная жизнь, или ваше хобби, или ваше творчество, ну, я не знаю, или ваша экспертность, ваше какое-то саморазвитие и финансовая безопасность. Финансы. По колесу фортуны есть какая-то возможность что-то для себя решить очень хорошо. Может быть, правда, Гордиев узел какой-то, словно разрубить, закончить какую-то ситуацию, которая тянется долгое время, и, знаете, вы сразу почувствуете облегчение. Вот как только вы какой-то выбор сделаете в своей жизни, словно, ну, знаете, кажется, как гора с плеч упала. По колесу фортуны мы рассчитываем сами на себя. Поэтому слушайте как и свою интуицию, так и доверяйте тому, что где-то на нашем материальном уровне. Будьте вот как по королю Пентаклей. Он более конкретен. Он отталкивается не от призрачных обещаний или от того, что нам, допустим, может быть, повезет. Вот пока по карте колесо фортуны мы не должны, хоть это фортуна, удача, но мы как будто на нее не должны надеяться, потому что это колесо, сегодня оно повернулось вверх, нас понесло, а потом неизбежно где-то пойдет вниз. И нас это не должно ставить в тупик. Это, по сути дела, те события, которые нас окружают, и мы не можем изменить ход вещей, мы не можем изменить мнение людей, мы на это вот на все не влияем, но свое-то самосохранение, свою какую-то самореализацию мы не должны от этого как бы строить, понимаете? И тогда вот это колесо фортуны для вас будет означать какой-то успех, решить тот или иной вопрос или как раз осуществить, о чем вы мечтали. Поэтому будьте внимательны. Личная жизнь. Вот у кого-то проиграется, правда,
может быть, и не прямо буквально личная жизнь, та ситуация, которую я описывала по верхним картам, а может быть просто с конкретным человеком, он не ваш партнер, он может быть и не ваш близкий, а может быть вот как друг, да, или знакомый, но тот знакомый, который, ну, вхож как бы в ваше пространство личное. И какая-то ситуация нас зацепила, больно разочаровала, но это уже не на этой неделе. По тройке мечей это все то, что было. У нас теперь уже где-то здоровое равнодушие. Когда мы перевели какие-то эмоции, оставили ситуацию, сделали выборы и поставили в точку в чем-то и пошли вперед. Вот буквально где-то так. Почему-то, видимо, у вас на этой неделе вот что-то подобное завершить. Есть такая возможность. Хотя личная жизнь, я понимаю, это больше хочется услышать. Я сейчас достану еще одну карту именно про дела семьи в паре и, может быть, знакомства. В принципе, вот как раз если по рыцарю кубков совет, знаете, это вдохновение, хорошее настроение, предложение руки и сердца. У кого-то может и так проиграться. Просто, может быть, комплименты, какие-то добрые слова в ваш адрес. Отчасти и вы, когда кому-то тоже, кто этого заслуживает, безусловно, тоже какие-то знаки внимания проявляете, то нас это в целом все поддерживает. Вообще какой-то позитивный настрой, а вы люди солнечные, он нам больше добавляет как и оптимизма, так и уверенности в себе. И это все нам где-то способствует решать те или иные вопросы. И даже если какая-то история со знаком минус, это не значит, что сейчас жизнь пойдет вспять. Отнюдь нет. Мы идем как раз вперед, как будто и у вас сейчас очень продуктивное время. Ну, может быть, есть какая-то ситуация, когда не получится двигаться вперед, пока мы с чем-то не разберемся окончательно в этот период. Как будто прошлое, оно нас не должно словно магнитом бесконечно тянуть назад. Оно нас делает менее ресурсными. Но давайте я достану карту на любовь, вот конкретно личная жизнь. Давайте уже, потому что тут нам карта ни о чем не сказала. Не у всех же эта тройка мечей проигрывается, правда? Для тех, кто в паре, достану вот так карту. У кого-то могут быть вопросы, связанные с детьми, может быть, вопросы детей и финансов одновременно, может быть, учебы. Или у кого-то новые планы в вашей семьи, вот такое тоже. Но эта карта всегда прогресса, паш, или какие-то перемены вокруг вас, или вы сами переезд задумали, вы просто будете искать информацию по тем намерениям в вашей паре, которые вы, ну, вместе словно обсуждали. Вы тут как будто на одной волне, заодно. Давайте мы спросим для тех, кто в сложных отношениях. Вот смотрите, с учетом короля Пентакли, королевы Пентакли, вы можете тоже быть на одной волне. У вас как раз очень хороший период. Если вы захотите примириться, да это, пожалуйста, запросто. Такое может быть. У кого-то может такая двойка мечей, мы говорим. Из двух мечей нужно что-то оставить одно. Какой-то, может быть, важный выбор сделать. Найти вот какое-то утраченное взаимопонимание. Или даже в том союзе, который, ну, уже фактически не существует. Значит, и нам нужно договориться, да, значит, вы договоритесь. Вообще перспективно. Тут нам все равно пару показывают в целом по этому раскладу. Давайте мы посмотрим для тех, кто один или одна, новое знакомство. Туз жезлов. Может прийти какая-то новость, и я бы сказала, что, ну, не совсем про новое знакомство, но это скорее вы можете прийти к выводу, каким образом мне нужно действовать, если я хочу познакомиться. Может быть. Или вы можете принимать какие-то решения или делать выводы по поводу прежних отношений. По тузу жезлов это всегда какой-то инсайт, поэтому у каждого здесь будет тоже по-своему. Но вот как раз если какая-то, вы сейчас, предположим, одни, а прежняя история по какой-то причине не нашли взаимопонимания, то здесь вполне вероятно, у вас получится это осуществить. Причем, знаете, так безболезненно, без нервов. Хотя у кого-то может и вот эта история проиграться. Но тут, если мы добавляем больше конкретики, тогда мы остаемся довольны. Все-таки рыцарь кубков в карте совет никто не отменял. Поэтому что-то вас порадует. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.